Друзья, всем привет! Это большая Камбоджа, Сиам-Рипа. Вон там он Андрюха ходит, меня не видит. Андрей! Я ему уже сказал, 3 давай. Ага. Можем ехать. Привет! Привет. Куда, Доброе утро. куда мы сегодня поедем? Поедем в деревню на озеро Тонлесап, деревня на сваях, Кампонов плуг называется. Километров 30 отсюда. Короче, у нас будет классное сегодня путешествие. Да, и может с Борисом встретимся, О. моим другом. Борис, его друг, это такая здоровая цапля, да? Или Нет, это не цапля, это по-английски марабу называется. Марабу. Но это из семейства цаплевых, аисты, вот из этого семейства. Кстати, друзья, вот Андрей делает фотографии, я оставлю ссылку в описании, и вот вы можете там купить фотографии, они там за символические деньги, там 50 центов стоит. Андрей профессионально занимается фотографией, так что ссылка будет в описании. У него самый большой выбор разных храмов и Дальних, ближних. дальних, да, которые здесь в Камбодже. Так что ссылочка будет в описании. Так, друзья, вот мы приехали здесь на билетную кассу. Лодка стоит 30 баксов. А сколько человек на ней может ехать? До 8 человек обычно, потому что после 8 у них идет другая цена. Получается, за 30 долларов может поехать 8 человек. 30 долларов это лодка, но еще плюс к этому идет билет отдельно, понимаешь? Ага, Кунчуран. Ага, еще билет. Туристы есть, вот какие-то иностранки здесь. Вот они, эти билетные кассы. Вообще полностью. 90 деревень. Да. Плавучих. Плавучих. Ну, или на сваях, или плавучих. То есть. И вот это, что ты все видишь, рисовые поля, это все будет затапливаться в сезон дождей. То есть здесь будет озеро Тонлесап. А, до сюда вода дойдет. Аж до сюда, да. Вот этот канал, видишь, здесь же в Камбодже все же дороги поднимают выше уровня земли, видишь? Ага. Потому что здесь будет затоплено, а по дороге, получается, ты можешь ездить. Так, мы приехали и сейчас будем продолжать путь на лодке. Ну, в одном месте здесь покупаешь билеты, потом уже едешь к лодке и уже пересаживаешься потом на лодку. И дальше мы уже будем ехать по каналу в сторону озера Тонлесап. Ты видел, да? Ага. Так, вот он наш бот. Сначала ты присядь, потому что да, шатается, чтобы не упасть. Сел, да? Да. Большой двигатель. Трактор не нажимай. Ты ж посмотри сейчас, подожди, где солнце у нас? Руль на веревках. Вот эта лодка просто перегородила нам дорогу. Мы едем, а лодки не прекращаются. Это все лодки были под туристов. Вот это все, это не туристическое. А все остальное это под туристов. Сейчас получается лодок больше, чем туристов. Лодок больше, чем туристов. Да. Но
это уже деревня, да? Но мы уже подъезжаем к деревне, да, с правой стороны у нас уже полицейский участок, жандармерия, школа там дальше, то есть, ну, уже государственное учреждение начинается. И дальше пойдет у нас деревня. Еще одна туристическая лодка. Так, давай, Андрей, рассказывай, чем здесь люди занимаются вообще? Ну смотри, мы сейчас подъехали практически уже к озеру Тонлеса, потому что сейчас в сухой сезон озеро далеко еще. Мы должны по каналу плыть, чтобы доехать до озера Тонлеса. А это мы сейчас видим деревня на сваях. То есть на озере Тонлесап деревни плавающие, а есть которые на сваях. То есть сейчас пока мало воды, то есть дома эти все не затоплены. Можно и по земле в некоторых местах ходить, но в основном же все равно передвигаемся мы здесь на лодке. А в сезон дождей эти все дома будут затоплены под самый потолок. То есть, ну, чем здесь занимаются люди? В основном, кто здесь живет в этих деревнях на озере Тонлесап, они занимаются рыбалкой. То есть, все ловят рыбу, да? Все ловят рыбу, да, потом продают ее в городе или в деревнях, то есть на базарах или прямо здесь. То есть. А вот тут даже мини-огород, огурчики. Рыбаки улов достают. Друзья, здесь был 4 года назад. Здесь воды было больше, потому что я был в июле месяце. И дождей было больше. Сейчас, конечно, воды совсем мало. Но когда все разливается, вода поднимается посередину свай точно. Там пола точно. Вот тебе дети машут, видишь? Я вижу, машут дети. И взрослые машут.
Вот такой самобытный здесь быт. На обратном пути остановимся. Да, давай, давай. Мы хотели в мангровые заросли попасть на воде, но сказали, что сейчас воды мало совсем. Сухой сезон еще. Поэтому туда не попадешь. Я вот смотрю отметки. Вода метра на 4 отсюда поднимается точно. Я тебе говорю, выходи вот сюда, тебе здесь легче, и влево, и вправо, куда хочешь. Лодки неудобно. Короче, основной вид деятельности это рыбалка. Это рыбалка здесь, да. Они с озера все собирают всю рыбу, да? Они утром, даже ночью уплывают, уходят на озеро и к утру уже возвращаются. Уже в 5, где-то в пол-пятого привозят рыбу, то есть на продажу. А что за рыба разная, да? Здесь очень много разных видов рыбы. Я не специалист, честно скажу. Очень. Рыба еще пока не съест. Матросы. Так, значит, это вот у них такой тут мелкий бизнес, да, на озере? Да, они здесь живут и сразу бизнес небольшой, то есть ресторанчик, сувениры обычно продают. То есть сюда туристов привозят на закаты, на площадки. То есть.
Он не drink have, а здесь some есть. food have? А даже рыба какая-то тут у них есть. Давай, давай. Я у них спросил, какая у них тут есть рыба. Вот. Нас интересует только свежие. Да, только свежая рыба. sao pi bông trọc ở hái nhiều cận nhầm còn mòn nhầm ở Ну, сомик, я же тебе говорю. Прыг. Ну, он по-другому называется. Здесь, скорее всего, это клетка, а там внутри рыба. А бывают и крокодилы в таких местах. То есть, ну, здесь, скорее всего, будет рыба. Крокодилы даже. Да, здесь есть крокодилы. Но это для туристов чисто. Не в понятно. озере самом Тонлесап. Ну, понятно. Ну, вот А это, в озере Тонлесап уже не только крокодилы. этот ресторанчик, он тоже как для туристов в большей степени, конечно. Так и живут на воде. Вот такой ресторан на воде. О! Это что, настоящий? Крокодил. Ого, какая у него кость. Конкретно, О, огромное количество рыб. Просто огромное количество рыб. Вот как по-научному наш сомик называется. Давай его найдем сейчас. Видишь его? Я его пока не вижу. Да, но озеро огромное. Это же самое большое озеро в Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточной Азии именно пресный водоемный источник, да, это Тонлесап самый большой. Огромный. То есть, огромный. Но оно не глубокое, по-моему, да? Не-не-не, сейчас здесь где-то глубина метр-полтора. То есть мы же когда на лодке плыли, наш водитель иногда палкой подталкивал влево или вправо. То есть, Ну а вообще, вот, получается, рыбачат уходят далеко везде, да? далеко, да. И это ж не единственная деревня. Здесь их около 90 на всем озере, то есть Тонлесап. И по этому озеру из Сиам-Ряпа можно добраться до Пномпеня. Лодка где-то идет часов 6-7. Такое, вот, как у нас раньше ходили катера на подводных крыльях, только, так скажем, без этих крыльев, то есть, ну, скоростная лодка с кондиционером нормально. Как бы один раз прокатиться можно. Я раз плавал. Экзотика, да? Да, там на крыше можно сидеть. Это Камбоджи. Да. Да, и смотрите, какое большое озеро вот оно получается. Вот это Тонлесап. Вот он здесь Тонлесап у нас получается. А речных дельфинов в этой стране можно увидеть на Меконге, именно в провинции Стонтренг. Вот начиная отсюда, от границы с Лаосом, и вниз по течению до города Стонтренг. Как провинция называется Стонтренг. Я был, кстати, вот Был в том там, месте. да? Я был, но я там этих дельфинов не видел, но я там был на Меконге. И можно аж до Крати, где у нас Крати, тут город Крате, то есть Крати. Где же он на карте, я не вижу. То есть, ну, он где-то здесь получается. И вот здесь можно встретить речных дельфинов, называются они Иравади, то есть дельфины. Вот Андрей специалист по храмам, вот тут мне это показывает на карте Камбоджи, где какие храмы тут есть. Вот, допустим, видишь, Мандолкири и Ратанакири – это чисто природа. Ага. То есть, и вот, видишь, ты когда ездил, ты уже ездил, наверное, по асфальту, да? Вот Да, это там между хорошая Мандол- дорога. Хорошая, да? Хорошая. А я сюда, короче, заезжал, эта дорога 180 километров. Да. А я О, принесли нам рыбешку.
соли. Sorry. Сам то еще муйчан, атей. Атай. Атай, да. Муйчан и Năm сапри. giờ. Не, панька. Вот так. Шкуру снимаешь и ешь. Ну, в общем-то, вкусная рыба. Здесь пагода. Но получается, вода и вот до сюда может доходить. Да, может отсюда вода доходить, конечно. То есть, Тут вот. до пола в домах, как ты видишь, туда может вода доходить. Здесь и школа есть для детей в этой деревне, и пагода. Сейчас мы выйдем на главную улицу. То есть, когда воды мало, это у нас главная улица. Когда здесь все затапливает, естественно, улица исчезает. Звездочки ты в курсе, да, ты чего вешаются? На Новый год, то есть... Это для Нового года? Да. Чтобы Бог видел, куда ему идти. Ага. Вот так меры объясняю. О, тут такая, смотри, тут даже О, здесь даже, смотри, бетонку положили. бетонка, да? Ее не было. Вот это ковид как все поменял. Ты что? Ну, не забывай, вот видишь, по столбам видно, как затапливается, посмотри. Да. Ну, видел, Вот, да? вот получается, вот столб. Вот до сюда поднимается вода, что ли? То есть получается, да, вот где-то примерно вот по грязи мы можем определить, докуда вода доходила. То есть, Прилично. то есть, получается, этой улицы через пару месяцев мы просто не увидим. Ну да. Что сдаем? Сацабай? Hello, goodbye. Ага. Ребята хотят со мной мяч попинать. Ну вот чем вот они зарабатывают, да? Ну, Вот. смотри, в этот дом, в который мы сейчас пойдем, у них вот свой небольшой магазинчик, поторговывают. Ну а муж, естественно, ночью уходит на рыбалку. То есть, или кто-нибудь из семьи может ездить в город Сиам-Ряб работать. То есть, вот как, допустим, сейчас, когда был ковид 2 года, да, очень многие здесь работали на стройке, то есть прокладывали дороги из бетона ложили, то есть, ну, делали очень красивые дороги, которые ты уже это видел. Всё. Окей, ну пойдем посмотрим дом, да? А панька? Так, нам вот разрешили дом посмотреть, как живут. Все очень скромненько, видишь? Ага. Без потолка, без Семейные фотографии свадебные. Но зато с выходом на реку. Да. Это самое главное. Готовят внизу, здесь получается. Не, готовят прямо в этом доме.
Ну, я имею в виду, внизу готовят, а Не, здесь не спят. внизу, может быть кухня, вот сейчас мы идем дальше, Ага. там будет и кухня, и душевая, и туалет, то есть пошли, пошли. Это же комнаты получается, видишь, отдельно. Ага. Ней бантоптек, да? Ой, бантоп. มันទុកតែអត់មានអ្នកណៃជាមួយទេ А, это хозяйственный, все. Там сети лежат. Да, то есть это хозяйственное. То есть не жилое. Вот тебе кухня, видишь? А, кухня здесь, да? គេនឹងធ្វើយូរទៅវាយ៉ាងគាត់ដែរ Здесь же вот туалет сразу, видишь? А, Ну, здесь туалет и мыться, да, здесь и мыться. Ага, сабу. И мыться, и в туалет сразу. Ага. Туалет получается куда? В реку? Все это вниз, да, то есть не в реку, а в озеро. У нас же внизу через пару месяцев будет озеро. То есть вода сейчас, когда будет подниматься в озере, и то, что сейчас ты видишь везде землю, это все будет затоплено. Ну, понятно, То, что да. мы перед этим видели улицу, этой улицы не будет просто. Ну, И в гости будем ходить только на лодке. Только на лодке, да. Или вплавь. Ну, то есть, или если плавать умеешь, или если у тебя лодка есть. По-другому никак не доберешься к соседу. Понятно. Ну вот тут у них этот, как его, даже огород. Но огород, потому что сейчас воды нет. А потом, когда вода придет, огород исчезнет. И у тебя как раз сейчас хорошо видно, как готовят. Видишь, он там стоит, на костре. Ага. Видишь? Вон там, да, вижу, за кустами. Так. А здесь аккуратнее надо, чтобы не свалиться. Ты тяжелый, понимаешь? អីយ៉ាងនេះ Да-да-да. А поехали. А поехали, да? បាទបាទ Нормально, можете идти. Да боюсь. То есть, получается, мы в эксклюзивном доме, у нас дом с выходом на реку. Ну, на Бунгало, озеро, то есть. бунгало. С выходом на это, на реку. Ну а через пару месяцев эту землю мы уже видеть не будем, здесь все это будет сплошная вода. Ну да, да, я говорю, что когда я здесь был в июле, мы все дома, здесь все было под водой, здесь вот этого не было. Это вода, получается, поднялась-то, насколько же озеро метров-то поднимается? Ну смотри, примерно она поднимается на 7-10 метров. Ну да, так и есть где-то, да. Это хорошо видно по грязи на столпах. Вот, допустим, везде, где есть столбы на озере, и когда вода опускается, грязь остается, то есть мы видим уровень опускания поднятия. Ну пойдем. А вот здесь что-то у него, смотри, портретов нету. Почему? Они вон там, внутри у него Видишь, портреты. Да, да, уже да. в каждом доме, это ж, пошли посмотрим, потому что это обязательно. В каждом доме должны быть главы семьи фотографии. Ну вот они, вот они, вот они. Вот они. Обычно это всегда на входе или на улице, а здесь вот мы такой дом встретили, где-то у них в середине это всё. Да, 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 семейные фотографии. Это еще, видать, прабабушка, бабушка может. Это получается вот до сюда. Посмотрите, ребят. តែវាដកអញ្ចឹង Да, метров на 7 точно поднимается вода. តាំងពីយូរណាស់ហើយវាបាក់ដល់ឆ្នាំហើយទឹកស្មារតីកណ្ដាល Практически до верха дома. ប៉ុន្តែខ្លាចគេស្តុបស្តុកទៅទឹកវាមានច្រើនចុយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរ И это не флау админ, да? Флау админ. Когда ты មុនមានឥឡូវមុនលិច លិចត្រាស់អស់លិញអស់ Конечно. Ну, конечно, что нету плавать. Я понял, что дороги здесь нет, да. Тут все, просто такой уровень воды, на сколько? На 7-10 метров. Ну, 70 метров. Так что, друзья, приезжайте сюда в самый такой сезон воды. Это, наверное, сентябрь, да? Октябрь. Сентябрь, октябрь, да. Когда здесь, вот где мы идем вообще с головой. Нас просто не будет тут вообще. С учетом того, что там еще метра 4 до реки. Так что интересно. Ну, сейчас самый такой сухой, самый конец сухого сезона, только начало дождей. Но обычно в конце мая начинаются дожди. В начале июля. Да, поэтому мы в самом сухом сезоне. Вот это вот все под водой, все под воду уходит, конечно. Это ж почему так неровно, видишь? Потому что вода затопила и покосилась после этого. Ой-ой-ой, Осторожней, ой-ой-ой. осторожней. Растяжка это хорошо. Осторожней, осторожней. Да, вот это вот. Растяжка это хорошо. Так, один раз.
Видишь, она же на храмы поехала, она же неспроста поехала сегодня, понимаешь? Забыл записать заключительное видео с Андреем. Но надеюсь, вам видео, друзья, понравилось. Ссылки, если что, на фотоработы Андрея будут в описании. Всем удачи, пока. Скоро будет новое видео.